Привет, армия! Не каждый день фандом сотрясает что-то настолько тихое, но в то же время настолько значимое. Иногда это не скандал, не заголовок и не публичное разъяснение, которые оказывают самое сильное воздействие. Иногда это один единственный, едва заметный момент, один маленький жест, который говорит громче тысячи объяснений. В тот день крупное СМИ, такое как «Диспатч», предприняло, казалось бы, простой шаг. Они опубликовали статью о моменте Тэхёна и Чонгука в аэропорту. Они даже выпустили короткое видео, чтобы охватить более широкую аудиторию. На первый взгляд это выглядело как обычное освещение событий. Но для тех, кто внимательно следит, не только глазами, но и сердцем, было что-то другое. Самое удивительное, что «Диспатч» использовал имя, которое давно живет в сердцах поклонников Тэхёна и Чонгука. Это была немаловажная деталь. «Диспатч» известен своим осторожным, продуманным подходом к отношениям знаменитостей. Каждое выбранное ими слово имеет вес, каждое решение, касающееся ракурса, имеет значение. И именно поэтому этот момент казался таким значимым. Используя это название, «Диспатч», казалось, тихонько признала то, что многие фанаты чувствовали уже давно. Не как заявление, не как подтверждение, как признание. В аэропорту Тэхён и Чонгук выглядели совершенно непринужденно. Не было никакого напряжения, никакой вынужденной дистанции, никакого осознания того, что камеры влияют на их поведение. Они, естественно, улыбались, непринужденно разговаривали и шли рядом, как будто шум окружающего мира отошел на второй план. Их взаимодействие рассказывало историю знакомства, история, которая складывалась со временем. Были ищущие взгляды, короткие, инстинктивные, искренние. Были улыбки, появлявшиеся без усилий. Чонгук часто поправлял одежду Тэхёна, без просьбы, маленький и нежный жест, полный заботы. Тем временем Тэхён, казалось, инстинктивно искал Чонгука в толпе, как будто его присутствие было успокаивающим, вселяющим уверенность, знакомым. Эти жесты не были драматичны, они были последовательны, и именно в этой последовательности кроется смысл. Им не нужны были сладкие слова или громкие заявления, чтобы что-либо объяснить. Их язык тела говорил сам за себя. Он отражал близость, сформировавшуюся за годы совместной работы, совместного роста и взаимной поддержки на каждом этапе их пути в BTS. Для многих людей наблюдение за Чонгуком и Тэхеном вместе вызывает глубокий эмоциональный отклик, тепло в груди, чувство узнаваемости, чувство, которое фанаты часто описывают как своего рода привязанность к Тэкуку, не одержимость, а эмоциональный резонанс, узнаваемость чего-то искреннего. Не все готовы признать это чувство. Отрицание все еще существует среди тех, кто отказывается его видеть. Но даже это отрицание показывает нечто важное, насколько сильна и заметна связь между Тэхеном и Чонгуком на самом деле. Если бы это было не так, отрицать было бы нечего. Их отношения не возникли в одночасье. С самых первых дней существования BTS застенчивый младший Чонгук часто искал утешения и уверенности в Тэхене. Со временем поклонники наблюдали за их взрослением, как они защищали друг друга, радовались успехам друг друга и оказывали тихую поддержку в трудные моменты. Все происходило естественно, постепенно, без принуждения. Их отношения строились на взаимном уважении и искренней привязанности. И момент в аэропорту стал одним из самых ярких примеров того, как эта связь продолжает существовать, честно и искренне. Их рыки соприкоснулись естественно. Не было никакой игры, никакого расчета, никаких попыток скрыть или преувеличить. Тэхэн нежно коснулся руки Чонгука, почти нерешительно, словно не желая отпускать. Это был не просто физический контакт, это было символично, тихое выражение доверия, выстроенного годами, напоминание о том, как глубоко два человека могут понимать друг друга без слов.
Когда они вместе, часто кажется, что они существуют в своем собственном мире. Им не нужно много говорить, чтобы общаться. Их взаимопонимание мгновенное, интуитивное и глубоко знакомое. Чувства между Тэхерном и Чонгуком не возникли в пустоте. Они медленно, бережно развивались день за днем. И теперь их жесты кажутся более открытыми, более искренними, как будто они больше не пытаются скрывать эмоции, которые существовали долгое время. Для многих поклонников именно эта искренность делает их такими вдохновляющими. Не потому что это идеально, а потому что это кажется настоящим. Каждый шаг, который они делают бок о бок, кажется продолжением чего-то значимого, чего-то растущего, чего-то устойчивого. И, возможно, это только начало, потому что их история не нуждается в драматическом завершении. Она продолжается тихо, разворачиваясь со временем. Пока они идут вместе, их история будет жить в сердцах тех, кто решит взглянуть на нее честно. Тот день в аэропорту останется незабываемым. Не из-за хаоса или споров, а из-за искренности. Потому что когда две души по-настоящему связаны, даже самые незначительные моменты становятся очень важными. И эти моменты остаются в памяти надолго. Это длится гораздо дольше, чем любые слухи. Сила таких моментов заключается не в их количестве, а в тихой честности. Тэхён и Чонгук никогда не пытались никого в чем-либо убедить. Они никогда не стояли перед камерами, чтобы определить, кто они такие. И, возможно, именно поэтому так много людей к ним тянутся. Их близость не нуждалась в объяснении, она должна была быть прожита. В разгар вспышек камер, переполненных терминалов и постоянного внимания, они, казалось, находили спокойствие друг в друге. В хаосе они создали небольшое, негласное пространство безопасности. Место, где им не нужно было выступать. Место, где быть рядом было достаточно. Для поклонников, которые следили за их путем годами, это было не шоком. Это было знакомо. С самых первых дней были признаки. Маленькие, легко игнорируемые теми, кто не обращал внимания. Естественное влечение Чонгука к Тэхёну. Тихая забота Тэхёна. То, как они отражали энергию, настроение и движение друг друга. Ничто не казалось репетированным. Ничто не казалось натянутым. Это казалось человечным. С течением времени их связь становилась все крепче. Застенчивая зависимость юности трансформировалась в нечто более устойчивое, более сбалансированное. Они научились стоять рядом друг с другом, не просто как участники BTS, а как личности, глубоко понимающие друг друга. Они вместе праздновали победы, они вместе переживали трудности, они росли бок о бок. Эта история имеет значение, потому что, когда вы видите их сейчас, эта близость не кажется внезапной или неожиданной, она кажется заслуженной. В аэропорту каждый маленький жест нес в себе вес этого общего прошлого. То, как Чонгук оставался рядом, неосознанно поправляя одежду Тэхёна, словно это было для него естественным. То, как Тэхён замедлял шаг, чтобы соответствовать Чонгуку, следя за тем, чтобы они никогда не отходили слишком далеко друг от друга. Эти жесты не предназначались для зрителей. Это были привычки, сформированные со временем, благодаря повторению и заботе. И именно это делает их такими значимыми. Многие фанаты описывают сильные эмоциональные переживания, когда видят их вместе. Тепло, чувство узнаваемости, тихая радость, которую трудно объяснить. Дело не в фантазии, дело в узнавании искренности, когда она проявляется. Однако не все готовы видеть это так. Всегда есть голоса отрицания, голоса, настаивающие на том, что ничего не существует, что все совпадение, что каждый взгляд, каждое прикосновение, каждая улыбка бессмысленны. Но отрицание часто говорит громче, чем принятие, потому что если бы там действительно ничего не было, не с чем было бы спорить. Правда в том, что отношениям не всегда нужны ярлыки, чтобы быть настоящими. Не все связи идеально вписываются в определение. Некоторые существуют где-то посередине, глубоко ощущаются, выражаются тихо, понимаются интуитивно. И именно там, кажется, находятся Тэхён и Чонгук. Их связь не зависит от грандиозных жестов или публичных заявлений.
Оно живет в маленьких, повторяющихся моментах, в постоянстве, в том, как они продолжают выбирать близость, даже когда весь мир наблюдает. Вот почему момент в аэропорту так глубоко тронул. Их руки переплелись естественно, без колебаний, без драмы, просто инстинкт. Пальцы Тэхёна нежно коснулись руки Чонгука, задержавшись на мгновение дольше, чем нужно. Прикосновение, которое казалось не случайностью, а скорее утешением. Дело было не в том, чтобы быть замеченным, дело было в быть вместе. В тот короткий момент казалось, что время замедлилось, как будто все остальное — шум, домыслы, мнения — исчезло. Осталось что-то простое и искреннее. Два человека, разделяющие тихую связь посреди переполненного мира. И, возможно, именно поэтому так много людей были тронуты. Не потому, что это что-то подтвердило, а потому что это казалось правдой. С течением времени остается не шум, окружающий подобные моменты, а чувства, которые они оставляют. Даже после того, как видео перестают крутиться, а заголовки исчезают, все еще сохраняется тихое тепло. Нечто, что трудно выразить словами, но невозможно забыть. Для многих фанатов эти моменты становятся личными, не потому, что они требуют интерпретации, а потому, что они находят отклик на эмоциональном уровне. Они напоминают людям о связях, которые кажутся реальными, прочными и заслуженными. Связях, построенных не через объявление, а через время. Близость Тэхёна и Чонгука кажется знакомой, потому что она отражает нечто глубоко человеческое. Связь, которая не торопится. Связь, которая растет как через общее молчание, так и через общий смех. Связь, которая находит силу не в том, чтобы быть замеченным, а в том, чтобы быть понятым. Фанаты реагируют не на совершенство, на присутствие. Есть определенное утешение в наблюдении за двумя людьми, движущимися синхронно, без усилий, заметив, как они естественно подстраиваются друг под друга, как один замедляется, как другой ждет, как их внимание тихо возвращается друг к другу, независимо от того, насколько тесно становится пространство. Это не моменты, созданные для рассказа, это моменты, которые становятся историями благодаря своей честности. И, возможно, вот почему так много поклонников относятся к ним с защитой, не собственнически, а с уважением. Между теми, кто действительно наблюдает, существует незаклассное понимание. Эта связь заслуживает того, чтобы за ней наблюдали бережно, без принуждения, без требований, объяснений. Потому что не все значимое нуждается в определении. В мире, который постоянно ищет ясности, ярлыков и выводов, связь Тэхёна и Чонгука существует вне спешки. Она разворачивается в своем собственном темпе. Она дышит, она адаптируется, она остается. И такое терпение встречается редко. Их совместный путь никогда не был линейным. Как любая настоящая связь, он менялся, созревал и развивался. Игривая близость прошлых лет постепенно трансформировалась во что-то более спокойное, устойчивое, более основательное, не менее значимое, но более глубокое. Это тот вид эволюции, который возникает только из доверия. Доверия, построенного на годах совместного опыта. Через успех и давление, через радость и усталость. В моменты, когда мир казался слишком шумным, и в моменты, когда тишины было достаточно. В аэропорту это доверие проявлялось в мельчайших деталях. Отсутствие колебаний, легкость близости, тихая уверенность в том, что другой человек рядом, без необходимости смотреть. Такое понимание нельзя научить, его нельзя инсценировать, их можно только прожить. И именно это заставляет его находить отклик за пределами фандомных сообществ. Даже те, кто не следит за каждой деталью, могут почувствовать подлинность в этих моментах, потому что настоящая связь способна преодолевать границы. Она говорит на языке, понятном всем. Нам, фанатам, приятно осознавать, что эта история не зависит от зрелищности, ей не нужно подтверждение извне, она продолжается независимо от мнений, споров или интерпретаций.
потому что ее основа не шум, а постоянство. Заглядывая в будущее, нет необходимости предсказывать, куда приведет это путешествие, нет никакой спешки в достижении выводов или требования результатов. Красота этой истории заключается в ее открытости, в том, как она продолжается мгновение за мгновением, без давления. Каждое будущее появление, каждый обмен взглядами, каждое тихое взаимодействие, каждая из них становится еще одной нитью, вплетенной в историю, которая все еще пишется. И фанатам не нужно владеть этой историей, чтобы ценить ее, им нужно лишь искренне наблюдать за ней, позволить ей существовать такой, какая она есть, без искажений, без ожиданий. Таким образом, фандом становится чем-то большим, чем просто аудиторией. Он становится пространством общего понимания. Местом, где эмоции признаются, не навязываясь, где благодарность не переходит в чувство превосходства. И, возможно, это самое важное. Потому что когда к таким историям относятся бережно, они остаются значимыми, они остаются безопасными, они остаются честными. Тэхён и Чонгук продолжают идти вперед, сквозь смену времен года, переходные этапы и развивающиеся главы своей жизни. И, несмотря ни на что, они остаются рядом, и это кажется им естественным. Не ради внимания, не ради подтверждения, а потому что они сами выбирают быть рядом. И пока они рядом, эта история будет продолжать отзываться, тихо, неуклонно, искренне. Не как нечто, что нужно доказать, а как нечто, что нужно почувствовать. В конце концов, с нами остается не само видео, а чувство, которое оно оставляет. Даже после того, как гаснет свет в аэропорту и толпа расходится, остается тихий отголосок чего-то подлинного, чего-то, что не исчезает легко. Такие истории не требуют веры, они приглашают к размышлению. Они просят нас замедлиться и заметить детали, которые мы часто упускаем из виду. То, как два человека инстинктивно тянутся друг к другу, то, как комфорт может существовать без объяснений, то, как доверие проявляется не словами, а присутствием. Тэхён и Чонгук никогда не ставили перед собой цель рассказать историю. И все же, просто идя вместе, они это сделали. И, возможно, именно поэтому этот момент так глубоко затронул фанатское сообщество. Дело было не в романтике, домыслах или подтверждении чувств. Дело было в связи, в той, которая кажется знакомой, даже если вы никогда ее не испытывали. В той, которая напоминает, что искренность все еще существует в мире, который часто кажется постановочным. Для многих фанатов наблюдение за ними не означало выбор стороны или формулирование выводов. Речь шла о том, чтобы распознать что-то искреннее и позволить этому существовать без искажений. О том, чтобы ценить близость, не требуя определенности. Потому что некоторые связи крепче всего, когда о них не говорят вслух. Как фанаты, мы несем тихую ответственность, становясь свидетелями подобных моментов. Не присваивать их себе, не подгонять их под сюжеты, которые соответствуют нашим ожиданиям, а уважать их такими, какие они есть, маленькими, мимолетными и глубоко человечными. Позволить им дышать. Есть красота в наблюдении без присвоения, в заботе без контроля, в поддержке без требований ответов. И именно в этом заключается истинный смысл этой истории. Тэхён и Чонгук продолжают свой путь не как символы, а как люди. Люди, которые на протяжении многих лет росли вместе, доверяли друг другу и поддерживали друг друга. Понимание. Люди, которые по-прежнему находят утешение в том, чтобы идти рядом, даже когда весь мир наблюдает. Им не нужно ничего доказывать, им не нужно ничего объяснять. Их постоянство говорит тихо, но ясно. И, возможно, этого достаточно. Потому что в мире, полном шума, искренность не кричит. Она задерживается. Она мягко оседает в сердцах тех, кто готов видеть без осуждения. Тех, кто готов чувствовать, не требуя уверенности. Тех, кто готов ценить моменты такими, какие они есть, а не такими, какими они хотели бы их видеть. Поэтому, когда эта глава уходит в прошлое, она не заканчивается. Она просто становится частью более долгого пути. Пути, который продолжается с каждым общим шагом, каждым знакомым взглядом, каждым невысказанным пониманием.
И для поклонников это подарок. Не завершение, а продолжение. Напоминание о том, что самые значимые связи не нужно объявлять, чтобы быть реальными. Они существуют тихо, неуклонно и искренне, раскрываясь в самых простых моментах. Спасибо, что остались до конца. За то, что слушали с открытым сердцем. За то, что выбирали наблюдать с добротой и уважением. Пока такие истории воспринимаются искренне, а не осуждаются, они будут продолжать проникать в сердца многих. И пока Тэхён и Чонгук продолжают идти вперед, в своем темпе, своим путем, эта история будет продолжать разворачиваться. И на этом мы подходим к концу сегодняшней истории. Не конец, а пауза. Момент, чтобы перевести дыхание и дать чувствам утихнуть. Потому что некоторые истории не предназначены для завершения. Их нужно прочувствовать, запомнить и тихо оценить. Спасибо, что остались. За то, что слушали с открытым сердцем и за то, что выбирали доброту вместо осуждения. Каждый момент, которым мы здесь поделились, был не о том, чтобы что-то доказать, а о том, чтобы заметить искренность в ее простейшей форме. Если эта история согрела ваше сердце или напомнила о моменте, который когда-то тронул вас до глубины души, вы не одиноки. Не стесняйтесь делиться своими мыслями в комментариях. Будь то взгляд, жест или долгий путь, который они прошли вместе, каждая точка зрения важна. Если вы хотите продолжать спокойно и уважительно наблюдать за этим путешествием, не забудьте поставить лайк, подписаться и включить уведомления. Ваша поддержка — это не просто цифра. Она помогает создать пространство, где можно делиться историями без искажений и ценить моменты без давления. Давайте продолжать наблюдать с нежностью. Давайте продолжать слушать без предположений. И давайте позволим каждой истории разворачиваться в свое время. До следующей истории берегите себя, оставайтесь добрыми и держите свое сердце открытым. До скорой встречи!